Приветствую тебя, мой дорогой зритель. Ты на канале «Каждому свое», и с тобой снова я, Юра. В очередной раз я беру тебя с собой для того, чтобы посетить мое лесное убежище, мое место силы. Но, насколько ты знаешь из прошлого видео, землянку-то мою захватили. И я вот сейчас направляюсь туда для того, чтобы разобраться с захватчиками, для того, чтобы выгнать их оттуда. Для этого я взял с собой снова отраву, взял с собой серную шашку. Будем их выгонять. Кстати, много очень комментариев полезных под предыдущим видео мне поступало с советами вашими, как избавиться от мышей. Хотел я взять с собой еще перечную мяту, как кто-то писал, но перечной мяты не оказалось, и я вот взял то, что было в строительном магазине. А сейчас давайте дойдем туда, посмотрим, как там дела, на месте ли вообще моя землянка. Кстати, погода совсем не летная. Обещали сегодня солнечную погоду, поэтому я сегодня и вырвался. Но, как вы видите, все заволокло какими-то тучами, облаками. Все серое. Соответственно, и настроение тоже не такое веселое из-за этого. Ну вот, я уже подхожу к своему лесному обитель. С виду здесь все без изменений, как будто бы никто ее не посещал. Больше всего я сейчас переживаю за моего домовенка. Не унесли ли его мыши? Ну, смотрю, на месте сидит. Птицы, кстати, тоже до сих пор никак не доберутся до моей кормушки. Наверное, не нравится она им. Может быть, переделать ее. Ну вот мы с тобой на месте. Ну, с виду я смотрю, вот внешних изменений никаких нету. Мне кажется, ее никто и не посещал. А самое главное, самое интересное, это что там внутри. Давайте сейчас зайдем и посмотрим. Ну, я думаю, здесь два варианта. Либо мыши все убежали, либо сдохли из-за того, что я набросал отравы, либо их стало еще больше. Я взял сразу с собой свет и, так сказать, в режиме онлайн зайду вместе с вами и покажу. Тише мыши, кот на крыше. Печка, рукомойник мой новый, который нужно еще довести до ума. Тетрадь посещений и домовенок Кузя. Слушайте, ну шорохов я пока никаких не слышу. Это тут мое полотно, на котором я смотрю кино, когда ставлю кинопроектор. Здесь внутри вот у меня градусник показывает 4 градуса. Ну, неплохо, учитывая, что сейчас на улице где-то около -2. Ну, пока, наверное, рано делать какие-то выводы. Но, друзья, слушайте. Слышите? И я не слышу. И это меня радует, потому что по сравнению с прошлым разом, когда я пришел, я просто слышал со всех сторон какое-то шуршание от мышей. А сейчас здесь тишина. Так, когда вот было раньше, когда я ее только строил. Похоже, я избавился от этих надоедливых соседей, но пока на столе следы их посещения все-таки присутствуют. Но все равно буду периодически
подкидывать какую-то отраву, буду подкидывать какие-то еще разные способы для того, чтобы уже точно убедиться, что их здесь нету. Ну а пока буду заносить сюда рюкзак, буду топить печь, согреваться, пить чай и займемся делами. Я, кстати, заметил уже неоднократно, что после того, как оставляю газовые баллоны здесь в землянке, с ними что-то странное начинает происходить. Они начинают пускать газ. Вот слышите? Когда я вставляю пистолет. Может быть, кто-то знает, в чем причина. Возможно, они как-то отсыревают или что-то еще. Но вот уже не первый раз такое замечено мною. Вот взял другой баллон, он уже не пускает газ, не шипит, а тот шипит. Ну как ты, друг? Наверное, насмотрелся тут мышиного царства. Кстати, писали в комментариях, что именно домовой как раз-таки изгонит из землянки мышей. Благодаря тебе они ушли, признавайся. Проветрим пока. Ну что, друзья, печь затоплена, температура в землянке потихонечку начинает расти. И пора заниматься делами. На самом деле-то я и не предполагал, что мыши так быстро сбегут отсюда, чему несказанно рад. Но я не планировал сегодня оставаться здесь с ночевой. Не взял ничего с собой необходимого из еды, не взял спальник. Буду сегодня работать одним днем. Поэтому времени у меня не так много сегодня, нужно поторапливаться. А сделать я хочу столик и сделать хочу себе какой-нибудь хороший такой трон возле землянки. Честно говоря, не знаю, на кой фиг он мне сейчас сдался перед зимой. Но душа просит, почему бы не сделать. За всем необходимым материалом для строительства стола и трона, либо кресла, называйте как вам нравится, я хочу снова отправиться во овраг, в который я ходил в своей прошлой серии, когда делал здесь раковину из дерева. Давайте туда сейчас сходим, посмотрим. Я уверен, что там есть еще хорошие напиленные бревна, которые нам подойдут. Вот, кстати, дерево упавшее. Вот это меня прям заинтересовало.
Знаете чем? То, что оно, когда упало, оно разломилось, можно сказать, вот на такие вот доски. Можно в дальнейшем потом как-то это все использовать, даже не распиливая бревно на доски. Ну да, прямо-таки доска. Ну а вот и те самые пеньки, о которых я вам говорил. Это не я распиливал, это кто-то уже давным-давно распилил, спилил вот эту вот большую сосну. И здесь вот оставил вот такие пеньки. Я хочу среди них выбрать подходящий. Один у меня будет в качестве стола, а второй я использую для того, чтобы сделать кресло. Вот нужно из этих пеньков что-то подходящее подобрать. Взял бы, конечно, этот, но я его не допру, друзья. В общем, хочется взять что-то побольше такое, поинтереснее. Но большого интересного особо я не вижу. Нашел только вот такой вот гнилой здоровый пенек. Но переть его вот туда в гору как-то не очень хочется. Поэтому, скорее всего, я, знаете, что сделаю? Но вот это вот тонкое, а вот то следующее бревно, я думаю, оно подойдет. На нем сидеть будет удобно. Поэтому я распилю его сейчас и принесу. Главное, чтобы диаметр бревна был подходящим для диаметра моей задницы. Думаю, подойдет. Все-таки терзают меня сомнения по поводу диаметра этого бревна, потому как я хочу прибить к нему еще подлокотники и спинку сделать. Но если я сделаю подлокотники, тогда там будет неудобно сидеть. Поэтому, наверное, все-таки мне придется тащить в гору вот этот пенек.
Нелегкая эта работа. С болота тащить бегемота.
Ну вот, такой вот результат. Я думаю, спинку выше уже набивать не нужно. Этого вполне будет достаточно. Отпилю сейчас верхние вот эти края. И все. Вот такой Франкенштейн у меня сегодня получился, друзья. Пора его испытать на прочность. Шикарно. Действительно, царский трон. Можно вот так вот обозревать весь лес. У меня даже ноги до пола не достают. Облокотившись и погрузившись в нирвану, господа. Думаю, оно того стоило. Не могу сейчас определиться с мыслью, нужен ли мне в итоге стол здесь на улице или нет. Подскажите, кстати, вы в комментариях, пообщаемся с вами по этому поводу. Ну, во всяком случае, сегодня я его точно не успею сделать, потому что стол, опять-таки, должен быть здесь большой и увесистый, соответствующий моему трону. А за столом мне придется идти туда снова, опять во враг ходить. А я не успею, потому что солнце уже вот-вот скоро сядет. И знаете, какая у меня мысль? Помните, в начале видео я вам показал дерево, по-моему, это была сосна, которая упала и разломалась таки на доски. Вот именно эти доски я бы и хотел использовать для стола. Напишите, что думаете по этому поводу, пообщаемся с вами. Пришло время нам прощаться с тобой, дорогой мой зритель. Я уже раскидал вкусняшек для моих соседей-грызунов и закину сейчас в печку еще серную шашку, которую неоднократно показывал уже в своих видео. Я ей часто пользуюсь, потому что она идеально подходит для такого рода помещений, как землянка. Вот в погребах ее используют. Она избавляет от плесени, от грызунов, насекомых и прочих всяких вредителей. Вот. Ну а если в тебе теплится желание поддержать мое творчество, мой канал, сделай это при помощи лайка и комментария. Я тебе буду очень благодарен и увидимся в новых видео. До новых встреч, до новых приключений. Пока.